Это растение, несмотря на свою простоту в уходе, способно удивить кого угодно. Его роскошные огромные цветы, словно яркие колокола, поражают не только своим необычным видом, но и сладостным ароматом. Уверена, что многие уже с ним знакомы и не представляют свой сад без такой доступной и неприхотливой красоты. Сегодня я хочу рассказать о невероятно эффектном и непритязательном к уходу растении, которое называется датура. Ее крупные цветы притягивают к себе взгляды и источают приятный, дурманящий запах, который особенно ощутим в вечернее время. Это растение относится к семейству посленовые, и его еще называют дурман травой или просто дурманом. Растет он раскидистым, травянистым кустарником, с прочным толстым стеблем и крупными листьями. Размер цветов датуры порой поражает. За их красоту многие выращивают в своих садах дурман как декоративное растение. Он действительно очень красивый и совершенно неприхотливый, но все его части являются ядовитыми. Это стоит учитывать, если у вас есть маленькие дети. Животные, например, кошки и собаки, а также домашняя птица, интереса к этой культуре не проявляют. Кстати, поделитесь, пожалуйста, своим опытом выращивания датуры. Я, как всегда, буду всем благодарна за ваши советы, лайки и комментарии. И не забудьте подписаться на наш канал, чтобы не пропускать выход новых видео. Если вы решитесь завести на своем участке дурман, учитывайте его крупные габариты. Датура разрастается мощным, объемным кустом с толстым стеблем и множеством прочных, хотя и травянистых побегов. В ширину куст может достигать более 1,5 метра. Среди датуры есть очень красивые растения с яркими махровыми цветами, которые порой поражают своей красотой и крупными размерами. Они напоминают огромные граммофоны или колокола. Кстати, часто из-за схожести внешнего вида цветов дурман еще путают с бругмансией. Однако это разные растения, хотя они и являются близкими родственниками. Бругмансия, или по-другому ангельские трубы, имеют крупные и сильно вытянутые, но поникшие колокольчики. Это растение способно вырастать в высоту до 3 метров. Однако в холодных регионах ее выращивают как контейнерное растение. К тому же по своей неприхотливости эти цветы очень сильно отличаются. Если дурман может расти даже в самом отдаленном и заброшенном уголке сада, то с выращиванием бругмансии вам придется сильно повозиться. Это южное растение невероятно красивое, но требовательное к уходу. Если вы хотите узнать больше информации по этому растению, напишите мне об этом в комментариях. Интересна ли вам эта тема? Цветы датуры, в отличие от бругмансии, в основном смотрят в стороны и вверх. Листва также имеет свои некоторые отличия. У дурмана она очень крупная, часто сизо-зеленая, с волнистым и резным краем. Кусты раскидистые и хорошо разрастаются в разные стороны, из-за чего они получили в народе название оленьи рога. Дурман обыкновенный довольно распространен в дикой природе. Его часто можно встретить за чертой города, на лесных опушках, вдоль дорог и в палисадниках. В садах чаще выращивают более декоративный вид, который от обыкновенной датуры отличается яркой окраской цветов. Это дурман индийский. В диком виде он широко произрастает на Кавказе и на территории Средней Азии. Цветы декоративного дурмана бывают чисто белыми, желтыми, оранжевыми, розовыми, пурпурными и даже фиолетовыми. Невероятно красивые махровые сорта, крупные размеры и вид которых порой восхищает. Датура способна расти чуть ли не в любом месте сада. Однако всю свою красоту она покажет на просторном и хорошо освещенном участке. На солнце и при несложном уходе это растение способно цвести очень обильно и до глубокой осени, пока не ударят морозы. При хорошем освещении датура растет более аккуратным и объемным кустом и вполне способна украсить территорию вашего сада. Чтобы поддерживать ее высокую декоративность, растение необходимо в жару поливать, а для большего завязывания цветов кусты можно подкармливать 2 раза в месяц минеральными удобрениями. Но не переусердствуйте с азотсодержащими составами.
Иначе растения будут активно наращивать мощные побеги и листву, а цветов будет мало. В теплых регионах датура считается многолетником. В садах средней полосы она на зиму вымерзает, поэтому ее приходится выращивать рассадным путем, высевая семена в начале весны. Однако многие цветоводы выращивают датуру еще и в домашних условиях, то есть в контейнерах. Летом вазоны возносят в сад, на террасу или на открытую лоджию, а с похолоданиями заносят в дом. Размножить это растение можно семенами и черенками, которые укореняются в грунте и даже в воде с добавлением любого укоренителя. При выращивании рассады стоит учесть, что семена датуры достаточно туго всхожие, поэтому перед посевом их лучше замочить на ночь в водном растворе эпина или гумата калия. Хотя дурман неплохо дает свой самосев. Часто на месте посадки куста можно обнаружить его молодые всходы. Кусты датуры украшают не только цветы, но и крупные плоды, немного напоминающие зеленые каштаны. При полном созревании плод раскрывается, и оттуда на землю высыпаются семена, которые за зиму проходят естественную стратификацию и весной могут дать молодые всходы. Кстати, плоды дурмана часто привлекают любознательных детей, так что будьте осторожнее. Это растение ядовитое, и при попадании его вовнутрь вызывает очень тяжелые последствия отравлений. Однако датура издревле ценилась не только своей красотой, но и целебными свойствами. В лечебных целях используют все ее части. Спектр ее применения как в народной, так и официальной медицине просто огромный. Еще издревле люди, исходящим дымом от высушенной датуры, окуривали свои жилые помещения, места хранения продуктов, погреба. Делали это для дезинфекции, изгнания паразитов и вредителей. Кстати, настой датуры применяют также и в косметических целях, например, от излишнего роста волос на теле. Вот такой он декоративный, полезный и в то же время опасный дурман. Возможно, и вы захотите выращивать это растение на своем участке. А если вам эта информация была полезной, не забудьте, пожалуйста, поставить лайк и до новых встреч на нашем канале.